Это я проезжаю в день за 13 часов где-то 1100-1200 километров. Представляете? Да. И просто когда у меня смена заканчивается, я просто останавливаюсь и как-то не работал, как-то рулил только полчаса. Вот такие ощущения. Энергия у меня появилась, и заметил как-то мозг, как-то мозг по-другому относится к ситуации вождения. Я работаю сколько? Уже 14 лет на грузовиком. Так что левая нога у меня постоянно так болела. А вот сейчас уже неделю я уже чувствую, как-то уже все, не заметил, болело, и вот не болит. И я говорю, а почему нога не болит? Я начал пить по 6, по 8 Red Bull в день. Представляете, какой... А вот сейчас ни Red Bull, ни кофе. Ну, кофе, да, с утра как-то пью по одной эспрессо. Ну, только по одной эспрессо. А раньше это энергийные напитки я просто... Еще раз спасибо, что я нашел синтезита. И у меня еще один вопрос, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители, мы на канале Синтезит, меня зовут Александр, у нас в гостях Болгария, Ивайло. Ивайло, здравствуйте еще раз. И, пожалуйста, расскажите нам, как вы познакомились с синтезитом, почему решили его применять, какие у ваших близких есть успехи с синтезитом, какие вот эффекты вы на себе наблюдаете и на ваших родных, может что-то еще знаете дополнительно. Да, здравствуйте, Александр. Здравствуйте, зрители канала Синтезита. Да, я с Болгарии. Сначала хочу извиниться, потому что мой русский так не родный язык. Можно я делаю так чуть-чуть ошибки, когда я говорю. Ну, я надеюсь, что друг друга мы поймем. Да, ну, про синтезита что могу сказать? Как я нашел синтезит и как я начал пить синтезит, я вам сейчас быстренько все расскажу. Вроде у меня все в порядке, я не болею, у меня, ну как, я работаю водителем на большой грузовик. Я начал искать какие-то БАДы, какие-то такие народные травы, средства для моей тещи, она болеет от Паркинсона. И она скоро приезжает здесь у нас в Канаде, и просто я хотел что-то подготовиться, потому что у нее такой тяжелая форма уже Паркинсона, и просто как искал бы в интернете, там вот это что-то про Паркинсона, я увидел синтезит, и просто так увидел, потом махнул с рукой, что это. А потом опять потихоньку так начал читать, начал смотреть ролики, как это синтезит действует, и говорю, ну хорошо, давай я куплю, закажу по интернету, попробую, пусть сидит дома. Когда теща приедет, будем заниматься, я не знаю, как это. И просто заказал синтезит, и синтезит уже получил, и просто так поставил коробочку в сторону и смотрю на него. Я смотрю, два, смотрю, три. Ну, я говорю, ну, что ждать тещу, давай попробуем на меня, может, как-то посмотрю, как оно действует на меня. И вот начал пить, вот я хочу показать вам, я себе заказал синтезит фокус. И начал принимать синтезит фокус по 3 капсулы с утра, 3 капсулы в обед и 3 капсулы вечером. Ну, первый день так вроде ничего, ну, уже второй день я смотрю, что что-то у меня-то что-то не так. Чуть-чуть начала как-то голова не болит, а просто так усталость у меня начала появляться, да. И уже на третий, четвертый день я заметил, что у меня сила появилась, у меня что-то как-то я раньше смотрел с глаза, и я как-то сейчас по-другому смотрю, что-то у меня сначала я посмотрел, сначала я увидел, что у меня зрение улучшилось, Александр.
Энергия у меня. Я уже не устаю. У меня работа такая, что я водитель на грузовик, да, я еду постоянно с Канады в Америку. И, как вам сказать, тут у нас как-то по-другому, не как в Европе или в России, там порулил 8-9 часов, а потом остановился. Тут у нас другие законы, и мы рулим побольше часей, побольше километров, и работа тяжело, и человек устает. Ну, э, как начал принимать интенсив, это просто я рулю 13 часов в день, да, это я проезжаю в день за 13 часов где-то 1100-1200 километров, представляете? Да. И просто когда у меня смена заканчивается, я просто останавливаюсь и как-то не работал, как-то рулил только полчаса. Вот такие ощущения. Энергия у меня появилась, и заметил как-то мозг, как-то мозг по-другому относится к ситуации вождения, там пробки или там какая-то ситуация, или там какая-то... У меня как-то мозг как-то по-другому все думает, все, как вам сказать, да, вот такие дела. Имейте в виду, что раньше вы могли, допустим, нервничать, когда вот ситуация какая-то, да, стресс был, а сейчас вы относитесь к этому более, так сказать, расслабленно, позитивно и не сильно беспокоит, или что-то другое? Ну да, что-то, да, вы правы, ну как-то что-то, знаете, пробки, когда-то кто-то вам подрезает, как-то это, и ты уже как-то начинаешь так психовать, потому что ты устал, ты целый день рулил, ну, тебе надо срочно там куда-то занести груз, опаздываешь, где-то. А сейчас как-то все спокойнее, как-то все получается хорошо, да. И хочу заметить, уже я принимаю синтезит, сейчас я вам скажу, ну, где-то 2 месяца ну, 2 месяца и 8 дней, да, пью синтезит. И я заметил на прошлой неделе, потому что у меня левая нога, да, потому что я постоянно нажимаю сцепление на грузовик. И как-то левая нога уже, я смотрю, начала болеть. И вот это, потому что я работаю сколько, уже 14 лет на грузовиком. Так что левая нога у меня постоянно так болела. А вот сейчас уже неделю я уже чувствую, как-то уже все, не заметил, болела, и вот не болит. И я говорю, а что нога не болит? Что случилось? И вот так, да. И вот что еще могу сказать? Да, заметил, когда я что-то по трапу там делаю, что-то там проверяю, иногда ступну где-то поцарапаю здесь, где-то по рукам. А раньше как-то надо пройти неделю-две, что рано так уже начало уходить. А вот я сейчас смотрю, поцарапался, и через 2 дня уже как-то уже все. Да. И хочу сказать, что когда начал принимать интенсив, да, э, жена моя смотрела так на меня. Ну, ты же вроде покупал маме. Я говорю, ну да, ну и что закажем? Ну и как? Ну, говорю, ну, у меня все нормально, вы видите. И жена говорит, ну давай попей еще недельку, а потом я тоже начну, да? И жена тоже принимает синтезит, она по целый день работает на компьютере, а дома, да, и у нее тоже есть как-то, как сказать, ну, работает, не устает на компьютере, работает постоянно. И самое главное, что я хочу сказать, я вам сейчас составлю и покажу. Я когда, вот посмотрите на меня, я весил 123,5 килограмма, Александр.
А вот сейчас я вешу 98 килограмм, представляете? И да, аппетит у меня пропал. Ну, не хочется кушать. Вот, Не то, что аппетит пропал, а просто не хочется много кушать, да, я понимаю. да, раньше я кушал много, и я не хочу так пред камерой, пред зрителей говорить, но у меня был очень-очень большой аппетит, и я кушал все, что есть. А вот сейчас как-то покушал с утра и не доел бутерброд. Ну, не хочу, просто как-то ощущение, что я только-только был в ресторане. Ну, не хочется кушать. И поэтому я потерял столько веса. И вот вчера приехал с рейс, там остановил, там грузовик, прицеп, и захожу в офис, оставить бумаги, там все. И мой начальник сидит в офисе, так на меня смотрит, ничего не говорит. Еще раз смотрит, ничего не говорит. И он мне говорит, можно на секундочку в коридоре? Я говорю, да. Я говорю, что-то делал ошибку или что-то не так сделал по работе. И он мне говорит, хочу тебе спросить, ну, я не знаю, наверное, вы что-то болеете, да? Я говорю, нет. Ну, извини, если что-то не так, но я смотрю, что очень много вести теряешь, и я думаю, что у тебя что-то не так. Я говорю, не, все в порядке, начальник. И вот так уже люди начали вот это, что я меняюсь, да. И это, что я говорю правда, потому что у меня тоже на YouTube есть канал, и ну как там, снимаю, где я еду в Америку, показываю моим подписчикам, и они тоже начали, когда они на меня смотрят, уже начали писать комментарии, что у тебя, почему ты так, вот так, и я начал им тоже говорить про синтезиту, и много уже подписчики, они тоже начали пить синтезит в Болгарии и в Европе, и они делятся с комментариями, что синтезит это как, как вы говорите, ну, нету аналогов, просто нет, просто Конечно, работа. конечно. А Спасибо. вот, уважаемые зрители, спасибо большое. А, Вот те, кто особенно работают дальнобойщиками, да, связано с постоянным нахождением, так сказать, в неподвижном состоянии, офисные работники. Синтезит в этом плане вот вещь абсолютно незаменимая, потому что он прежде всего работает с кровью, да, то есть прежде всего он ее разжижает, насыщает кислородом, соответственно, вот профессиональные болезни дальнобойщиков тех же самых, когда начинает спина страдать, когда ноги начинают страдать, да, вот это вот лишний вес, когда набирается, потому что токсины в организме накапливаются. Вот, это все профессиональные болезни, соответственно, вот вы видите живой пример Ивайла, который вот на протяжении 2 месяцев принимал синтезит, и вот сейчас рассказывает свои результаты, да, скорректировался аппетит, потому что восстанавливается и пищеварение при помощи синтезита, потому что в нашем пищеварительном тракте очень-очень много капилляров, потому что когда мы кушаем, из желудка попадает это все в кишечник, а в кишечнике, значит, питательные вещества впитываются через ворсинки, а ворсинки снабжаются капиллярами, то есть питательные вещества попадают в капилляры. И когда кровь густая, капилляры вот эти плохо работают, ворсинки не снабжаются, поэтому нам надо больше еды. Мы много кушаем, мы не наедаемся. Когда начинают нормально работать капилляры в кишечнике, кишечник начинает весь нормально работать, нужно гораздо меньше пищи. Меньше остается токсинов от непереваренной пищи, соответственно, корректируется вес, что мы вот сейчас видим. Но опять же обращу внимание, что синтезит это не средство для похудения, он просто помогает организму восстановить свои характеристики, поэтому как бы организм начинает восстанавливать и в том числе и свой вес, если вы ему, конечно, не будете препятствовать. Вот. А так, конечно же, вот такой мы видим, ну, правильно сделали, что не стали ждать тещу, что начали сами принимать синтезит. Это, конечно, было правильное решение, тем более теперь на вашем собственном примере теща увидит, как это все работает. Вот.
Да, по поводу головы, да, хотел тоже сказать. Уважаемые зрители, вот то, что Ивайло говорит, то, что стрессоустойчивость повысилась, голова стала по-другому работать, да, это тоже восстановилось кровоснабжение головного мозга, соответственно, да. Естественно, действие синтезита не заканчивается на том, что он разжижает кровь и нормализует насыщение кислородом. Он еще и помогает биохимию крови оптимизировать, то есть снизить уровень холестерина, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, многих других ферментов, да, то есть это очень, очень комплексное действие, которое распространяется на весь организм, поэтому эту добавку можно использовать не только когда вот плохо там человеку, да, но и когда вы занимаетесь спортом, когда просто хотите чувствовать себя хорошо, жить долго, повысить качество своей жизни, потому что чем у вас больше энергии, чем вы меньше устаете, тем у вас больше остается возможностей для творчества, для работы, для семьи, для той же самой. Ну и в принципе организм тем здоровее, тем вы лучше выглядите, и окружающие, конечно же, эти перемены будут наблюдать. Но единственное, да, что вот как бы когда люди видят, что кто-то резко начинает худеть, все сразу думают, что а вдруг что-то такое плохое с человеком случилось, он заболел. В этом случае вот мы видим наоборот, Ивайло сбросил вес, токсины из организма уходят. То есть важно понимать, допустим, почему жир накапливается, да, вот это вот. Когда организм не справляется с токсинами, когда печень не справляется, выделительная система не справляется, организм может токсины капсулировать в жировую оболочку, прятать токсин в жир. И вот эти вот большинство вот этого жира, который накапливается, это все спрятанные токсины, чтобы они просто в кровь не вредили организму. И когда организм получает возможность эти токсины убрать, он, естественно, жировые оболочки растворяет, токсины выводятся, и человек, как следствие, как бы худеет и чувствует себя, как следствие, тоже лучше. Замечательно. Отличные у вас результаты. Поздравляю, что вот с синтезитом познакомились, что он вам так хорошо помогает. Да, хочу поделить еще одна привычка, что когда я работал раньше на грузовиком, да, я очень, ну, так буквально, я стал как-то наркоман. Я был зависим от каких-то энергийных напиток, как Red Bull, как Monster. Александр, представляете, что я начал пить по 6, по 8 Red Bull в день. Представляете, я какая ошибка делал. И не только Red Bull, это постоянно кофе, Red Bull, постоянно кофе, Red Bull, что рулит, что постоянно крутились колеса на грузовиках. А вот сейчас ни Red Bull, ни кофе. Ну, кофе, да, с утра как-то пью по одной эспрессо, ну, только по одной эспрессо. А раньше это энергийные напитки я просто... Еще раз спасибо, что я нашел синтезита. И у меня еще один вопрос, Александр. Я не хочу останавливать пить синтезит. Можно как-то уменьшить дозу и постоянно принимал синтезит, потому что я смотрю там на ваш сайт, надо делать какой-то перерыв, а потом опять. Как вы думаете, можно постоянно я его... Да, можно пить синтезит постоянно, можно снижать дозировку, можно дозировку не снижать. В любом случае надо экспериментально вычислить, вот насколько вам будет хватать этого эффекта, да. То есть вы можете сделать, допустим, паузу на день, на 2, на 3, на 4 дня и наблюдать за собой. То есть, и когда вы понимаете, что, допустим, состояние ваше возвращается обратно потихонечку, то есть, допустим, начинаете уставать, допустим, и начали принимать уже чуть-чуть поменьше синтезита, да, и проверяете, так же будет работать, или хуже будет работать, или лучше будет работать. И вот таким образом корректируете дозировку. То есть, когда вот вы ощутили себя, как нормально ваше тело работает, что вы не устаете, у вас теперь есть пример, как должно работать тело в норме. Мгм. Вот. И либо снижая дозировку, либо делая перерывы и начиная заново пить с перерывами, с какими-то там день попил, день не попил, можно постепенно выработать оптимальную дозировку, которую можно вот постоянно принимать. То есть, допустим, потом вы можете так сказать, сегодня я пью там, допустим, там 6 капсул в день, попробовал 5 капсул в день, попробовал 4 капсулы в день, да, несколько дней подряд, и смотришь, как организм реагирует. Снижаешь, начинает энергия снижаться, чуть-чуть повысил, смотришь. Вот. Через день. Понял. Сегодня выпил, завтра не выпил. Сегодня выпил, завтра не выпил. Смотришь так, как работает.
И вот так вот постепенно вычислите оптимальную дозировку, оптимальную периодичность. В принципе, как бы, то есть дозировка железа в синтезите очень маленькая, передозировки быть не должно. Вот. Но чтобы, как говорится, лишние деньги не тратить, надо вот постепенно вот скоординировать и выровнять свою нужную дозировку. Это все только экспериментальным путем, потому что вам может быть нужна одна дозировка, другому человеку нужна будет другая дозировка. Понял. Да, потому что я хочу еще поделиться. Ну, это не только вчера это получилось, это уже протяжении, как я пью синтезита. Вот я вам расскажу быстренько, так, что вчера. Да, вчера я встал 3 часа ночью, 3 часа утра, начал рулить мой трак где-то в середине штата Вирджиния до Монреал, Канада. Это где-то 1200 километров, да, 13 часов. Все, отрулил, отработал, все. А потом пешком с моей работы до дома где-то 2 километра. Пешком ходил, приехал домой, жена встретила, будешь кушать? Не хочу. Ну, давай прогуляемся по парку, собаку прогуляем. Ну, давай. Прогуляли собаку, все, приехал домой, что-то крутился здесь по дому. Вечер уже, ну, у меня сила есть. Я как-то сегодня весь день как-то на диване просидел. Ну, усталость никакая. Потом начал фильм смотреть по телевизору. И уже часу ночью говорю, ну, давай я буду спать. И тоже ты работал, ты 20 часов не спал, я просто где-то в часу ночью лег спать, и где-то в 6:30 утра, вот я встаю, я спал только 6 часов, и я как-то вчера ничего не делал. Да? И это каждый день повторяется. Я понял, но Это просто, ну, слов нет, Александр. ну, смотрите, это для вас хорошо или плохо? Я вот не могу понять Ну, по... для меня хорошо, потому что, э, как я вам раньше говорил, я пью это энергийный напиток, да, но они как-то мне держат как-то час-полтора, как-то так бодрее, а потом сразу вниз, а потом еще бегаешь, покупаешь. А синтезита просто, ну, я думаю, что для меня это хорошо. И не только для меня, и для людей, что тоже синтезит. Я понял. Тут еще надо понимать, что, допустим, когда вот нету определенного четкого ритма сна, бодрствования, да, то есть у вас, как у дальнобойщика, этот режим, он нарушен. Вот. Да, Вы же, то есть, можете поехать ночью, можете поехать днем, там, по-разному может быть, да, насколько я да, понимаю. Вот. да. И организму на самом деле, то есть сложно приручиться к какому-то определенному. Это для человека очень важно, чтобы была вот именно периодичность, чтобы он в одно время засыпал, в одно время просыпался. Тут в вашей Понял. ситуации, да, тут в вашей ситуации как бы тут нельзя сделать каких-то выводов, как поступать, да, вот в данной ситуации. То есть я на самом деле не могу ничего сказать, потому что, ну, вы должны сами научиться себя заставлять засыпать, когда вам это нужно. Использовать какие-то медитативные практики, да, визуализировать, что вы погружаетесь в сон. Потому что, ну, если такой режим, ну и все равно стараться как-то брать все-таки заказы какие-то, чтобы они все-таки как-то вот в одно время были, чтобы организм мог плюс-минус несколько часов засыпать. Иначе Да. получается очень сильный дисбаланс. Организму же надо выделять гормоны разные во время сна. Вот. Поэтому тут для дальнобойщиков, как бы, ну, тут надо стараться все-таки режим поставить таким образом, чтобы он какой-то хоть примерный был. Да, да, у нас наша работа на дальнобойщика, это просто, ну, иногда получается, но в большей случае это не получается. Ну, работа такая. Ну да, такая работа, как бы тут уже никуда не деваться. Вот. Ну хорошо, я вам желаю, чтобы здоровье только крепчало, укреплялось, как говорится, да, несмотря ни на что, несмотря на график работы. Надеюсь, синтезит будет вам, вашим близким помощником во всех жизненных ситуациях. Благодарю за то, что согласились выйти на связь, рассказать про себя, про свои результаты. И будем ждать дальнейших откликов, если будут какие-то интересные
ваши зрители, да, кто смотрел ваши видео, и кто купил синтезит, и кто хочет поделиться с нами или с вами, пишите мне, найдем общий язык и как-то договоримся, чтобы на русском языке или на английском языке, или на немецком языке, или на французском языке, у нас есть разные специалисты в компании, мы сможем записать это видео. Если есть какое-то пожелание нашим зрителям, можете его передать сейчас. Ну да, я хочу сказать, что, ребята, еще раз повторюсь, нету аналогов. Просто попробуйте, купите коробочку и попробуйте. Ну, вам будет лучше, это я вам говорю. Еще раз спасибо, Александр. Спасибо, что доносите до людей информацию. За ваш труд спасибо. Желаю вам чистых дорог, меньше на вашем пути, ну, чтобы встречались только хорошие люди по жизни. Спасибо. Да. Уважаемые зрители, если вам понравилось это видео, Ивайло Гурьев, дальнобойщик, сам болгарин, работает в Америке, в Канаде, возит грузы на большом траке, на большом грузовике. Отказался от энергетиков, использует синтезит. Вот, если вы увидели, что это видео может быть полезно вам, вашим знакомым, конечно же, поделитесь с ними, покажите это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наши социальные сети. Всего хорошего, до свидания.